Ну, здравствуй, Сережа. Давно не виделись. Да, признаться, особенно и не хотелось. Меня, знаешь, многие спрашивают, особенно те, которые не из Беларуси. Скажите, а в чем причина такого оскотинивания ваших силовиков? Такого садизма, такой жестокости? Почему они не отвернулись от него? Почему согласились быть шестерками у пахана? Я терпеливо объясняю, что причины две. Невежество и страх. Невежество, потому что ты не интересовался политикой, справедливым устройством общества, причинами процветания одних наций и упадка других. Таких, кстати, не интересующихся в Древней Греции называли идиотами. Откуда такая темнота? Откуда такое невежество? Можно было бы списать на то, что за границей ты толком не был. Книжек правильных не читал. Русским зомбоящиком кололся. Верил в сказки про белорусскую стабильность. Ну что с тебя взять с малохольного, если ты ничего не знал, не разбирался? Назад в школу, потом поговорим. Ну ты знаешь что, Сережа? Я тут решил разобраться. Много и подолгу разговаривал с твоим братом за последний год. И вот что я выяснил. Безмозглых, беззаботных, пробитых таких ебатик среди вас не так уж много. С ними, да, все понятно, невежество – диагноз, мозг не задет. Но их меньшинство. Забавно, что и они не верят в нарисованные проценты. А большинство из вас другие, совсем не тупые, в меру образованные. В разговоре выясняется, что рассуждаешь ты на все важные темы уверенно, за событиями следишь, в деталях разбираешься. Вопросов вот мне накидал тут целую кучу. А как это, а как то, а как Россия, как люстрация? Вот вы нам наше будущее покажите сначала, а тогда мы и посмотрим. На вопросы твои я, конечно, отвечу, времени не жалко. Так что приготовься к политинформации. Не невежество причина твоего скотства, а банальный страх. Этими вопросами ты только прикрываешься, валенком прикидываешься. Настоящая причина твоего скотства в том, что ты трус, Сережа. Ты можешь носить краповый берет, быть мастером единоборств, прыгать с неба, стрелять с двух рук. Но ты трус. И ты раб. И прислуживаешь ты злу, и стал предателем белорусского народа исключительно из страха. Вот ты вроде бы на свободе, но такой же заключенный, такой же зэк. Раб режима. Маша Колесникова за решеткой более свободный человек, чем ты, со всей своей властью и амуницией. Так что не пизди мне, Сережа. Лишь единицы из вас оказались смелыми. Единицы вышли из строя. Рискнули. Ты вот здесь вопросики набросал. Вот спрашиваешь ты меня. Ну а что ж там Россия? Почему поддержала негодяя? Ну согласен. Достаточно было бы в прошлом году Лаврову прокашлять что-нибудь про непризнание выборов. Как побежали бы наши трусливые элиты присягать Кремлю. И все. Кирдык картофельному лосю. Но Путину страшно. Он понимает, что он Беларусь, как говорят французы, пердю. В русский мир белорусы не торопятся. За слияние в союзное государство по опросам меньше 10%. А тут еще наших пленных Россия регулярно сдает. Союзничек херов. Белорусы это запомнят надолго. Но и надо понимать, что белорусский народ для Путина никто и ничто. Так, расходный материал. Жители одной колонии. Лагерная пыль. Ну, впрочем, и русский. А еще у Путина синдром Каддафи. Он боится, чтобы кого-нибудь из их уютного клуба диктаторов не порвали на улице. А садушки в Сирии жопу прикрывает по той же самой причине. А еще Путину выгодно, чтобы Лукашенко был главным пугалом, главным беспредельщиком. Под этот шумок можно и у себя зачистку обеспечить перед транзитом. Поэтому кремлевский начальничек подвесил по-чекистски ситуацию. Не торопится с решением. Ну а вы там мучитесь. А о чем же они тогда перетирают часами, спрашиваешь ты? Да постарел Путин. Развлечений осталось немного. Вот он и играет настольную игру «Восстанови СССР». Веселится. Как может. Мстит усатому за свое обнуление. Дрессирует его, как обезьянку, дразнит. Деньги показывает, но в руки не дает. «Танцуй», говорит, «танцуй». Ну или иди искупайся.
Но наш и танцует, но тоже опытный. Он, как старая минетчица, знает все путинские эрогенные зоны. Вылизывает тщательно, ласкает путинское ушко любимыми баснями про коварство ненавистного Запада. Ну и, конечно, про то, как он ловко всех нагнул, перегнул, там придушил, здесь арестовал. А Путин уши развесил и слушает, нравится ему. Учится. Тем временем санкции работают. Денег все меньше. Счет за содержание шлюшки с каждым разом все длиннее. Гарантии хочется, брачный договор, как бы вот пора. Но шлюшка вертится, выкручивается. Не желает простым губернаторам. Помнит, как в 90-е сам дрочил на русский трон. Нельзя губернаторам, удар по самолюбию. Говорит Путину, смотри, чего я еще придумал, с мигрантами. С Западу ежа в штаны подсунул. Так им и надо. Правда, Володя? Ну денег дай. Вот ты еще спрашиваешь, а что будет делать Путин, если мы победим? Путин будет разговаривать с победителем, кто бы он ни был. Войска не введет. Слишком высока цена за такую авантюру. Кроме того, Беларусь не Крым. В Россию даже на самом честном референдуме не попросится. А содержать страну под оккупационной армией никаких денег не хватит даже у Путина. Путин пожмет руку победителю и тут же попытается давить. С счетом за газ по мировой цене, торговыми ограничениями и, конечно, истошным криком всех своих Соловьевых. Но на это у нас ответ есть. Лучшие умы занимаются экономической стратегией. План Маршалла тоже в помощь. Переживем. Следующий вопрос от тебя. Ну а Запад-то что? А что Запад? Европа устала. Отгородилась от концлагеря ширмой. Мы знаем, что у вас за ширмой детей жуют. Вы только не чавкайте громко, пожалуйста. А тут он вдруг начал громко чавкать. Самолетик перехватил. Он все думает, что если кто-то из знаменитых заложников произнесет мантру про стальные яйца, то все забудут пытки. Не забудут. Ты, кстати, заметил, Сережа, его эту фиксацию на яйцах? Ну, мы знаем, что депутат была лебединой песней. Мы все понимаем. Возраст, вес, либидо. Но нельзя ж так выдавать свою немощность. Яйца, яйца, стальные яйца. В общем, после выходки с самолетом Европе пришлось реагировать. Не хотели, но пришлось. А так, в принципе, ну что Европа? Людоедам на растерзание беженцев не выдают. Гуманитарно помогают. Ублюдку пока что руку не жмут. И на том спасибо. Но есть и исключения. Литва за нас впряглась не по-детски, несмотря на свои размеры. За это им низкий поклон. Вот где настоящие братья. Ну а что США? США держава мощная, но дело у них не в проворот. Беларусь в приоритет не входит. Коммунистическо-капиталистический Китай – главный соперник на десятилетия вперед. Да и что Штаты могут сделать? Шестой флот в Свислочь они не введут. Но деньгами террориста, конечно, накажут, он доигрался. А вообще, что бы там про Штаты ни говорили, им главное, чтобы народы могли своих правителей сами выбирать, любых. Но честно. Они ребята религиозные, верят в добро и в справедливость. У них и самих бывают отклонения, как Трамп. Но система защиты от ошибок работает исправно, через выборы. Вот попробуй американцев в выборах своровать, как у нас. Так они с оружием в руках вернут немедленно. А вот что с экономикой будет? Ну, это, Сережа, тема долгая. Если очень-очень коротко, то экономика в неволе не растет. Ну, какая производительность труда в концлагере? Да никакая. Вечный ленинский субботник. Нет инвестиций, нет роста. А кто в этот концлагерь с инвестициями полезет? Плюс долги. Растут в геометрической. Так что впереди дефолт, Сережа. Коснется всех, и тебя тоже. Зарплата твоя в долларах съежится, про импортное забудь. Купляйте белорусское. Парень он прижимистый. Вместо денег за преданную службу он тебе надежду на примитивное жилье. И медальку еще даст сверху. За боевые заслуги. Так что готовь дырочку. Сыну своему, кстати, придумай объяснение. За какую такую отвагу, в какой горячей точке ты медальку заслужил. Дефолт он тебе, конечно, объяснит коварством беглых, их западных хозяев. Ревнуют, мол, они к нашим экономическим победам. Подавитесь вашими санкциями. Плохо все будет в хозяйстве, к бабке не ходи. А вот тебе, Сережа, любопытный пример. Похожая по населению на нас страна.
и даже по национальному характеру. Чехия. 10,7 миллионов. Выросло, кстати, население за последние 30 лет на 400 тысяч. А у нас, напоминаю, убыль. Минус 800 тысяч за те же самые 30 лет. Так вот, ты знаешь, сколько ВВП Чехии за 2020 год? Повторяю, страны очень похожи. А я тебе скажу, 242 миллиарда долларов. А в Беларуси, как ты думаешь, сколько? Правильно, 60. То есть экономика очень похожей на нас, но свободной страны в 4 раза больше экономики Беларуси. Средняя зарплата в Чехии 1850 долларов, в Беларуси 500, и это до грядущего спада. Сколько, как ты думаешь, военный высшего состава в Чехии получает? 4,5-5. Жилищный кредит для них на 30 лет за 1-2% годовых. Долю в Шкоде, фамильное ж серебро, непатриотичные чехи продали Volkswagen. Ну и посмотри, где теперь Шкода, а где МТЗ. Азбучные истины. А вот ты спрашиваешь, люстрация. Слово-то какое неприятное. Это что, получается, нас накажут за преступление? Нет, блядь, в угол поставим. На коленях на горохе стоять. Ты, Сережа, не путай. Люстрация – это для гражданских чиновников. Для тебя, Сережа, уголовное преследование. По действующему на тот момент законодательству. Читай, Сережа, штудируй. Удивишься, но там все написано. Расследование, независимый суд, факты, свидетельства, смягчающие обстоятельства. Прятал флаг за радиатор батареи в РОВД. Отпускал людей за автозаком. Знаем такие случаи. Все зафиксировано, все зачтется. Сломанные ребра, выбитые зубы, помеченные краской спины, инсценировка самоубийства, сексуальное насилие, будешь сидеть. В России скрыться тоже не получится. Правда, есть хорошая новость. Большую часть срока будешь сидеть в гуманной тюрьме норвежского типа. Без живодерских прелестей. Жутко громкой музыки из динамика, концентрированной хлорки и ржавой кружки. Гуманно сидеть будешь, аккуратно. Следующий вопрос. А что же будет сейчас? На улицах никого нет, вроде никто не бастует, не митингует. Может, заглохло все? Может, смирились? Может, так запугали? Может, пронесло? Нет, Сережа, не пронесло. Под дубинки пока никто не полезет, это правда. Но никто ни с чем не смирился. Под коркой стабильности кипящая лава ненависти. Жажда справедливости. Возмездие. Никто не простил. Страницу переворачивать не планируем. Я тебе расскажу, что будет. Ты же не думаешь, Сережа, что белорусы – это какая-то особая порода людей? Что мы так уж сильно отличаемся от грузин, украинцев, ирландцев? Что нас можно лупить и убивать, а мы другую щеку подставим? Ты же не думаешь, что, лишив нас закона, это будет работать только в одну сторону? Нет, Сережа. Белорусы просто долго запрягают. Помяркованный не значит пассивный, не значит безвольный. Помяркованный значит рассудительный, взвешенный. Как говорил Кеннеди, те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной. Так что, Сережа, ответка будет. Это вопрос времени. И вам начнут мстить. Вам и всем остальным предателям. Будут делать больно. В нежданку, из-за угла, беспощадно. Вашей же тактикой. Да, надо признать, что пока Терцелю кое-что удается. Да, на его стороне наружки, прослушки, видеокамеры, стукачи. Но и мы тоже быстро учимся. Мы способные, и мы не отступим. Так что жди гостей, Сережа, и остальным передай. Будем лечить твою трусость. Сколько бы времени на это не ушло. Сначала редко, а потом все чаще и чаще. Мы будем мстить, пока последнего нашего товарища не выпустят из тюрьмы. Пока ты, Сережа, не наберешься смелости пойти и арестовать бешеного шкловского пса. Тогда ты герой. Вот тогда ты офицер. А то ведь ты хитро устроился, Сережа. Типа, мы тут сами заложники, вы нас должны освободить. Охуенно ты устроился, Сережа. Ключи от оружейки у тебя, а освободить тебя почему-то должны мы. Верх цинизма. Ну все, Сереж, на сегодня хватит. Остальное в другой раз. Свидимся. До скорого.